Люди, которые никогда не были в Мексике, делятся на два типа. Пляжи, вечное солнце, тако, наркотики, опасность, наркос. Пабло Эскобар. Эскобар из Колумбии. Привет! Сегодня мы поговорим про Мексику, страну многих стереотипов, как хороших, так и плохих, и узнаем, какие из них правдивые, а какие и на тако не намазать. Vámonos! Для начала скажу, что я с Таней, вот Таня, посетили 6 городов и провели почти 3 месяца путешествия по Мексике. Но нас ни разу не ограбили, ни разу не отравились, ни разу не умерли от острой еды. Так что я думаю, что мы по праву можем называть себя мексиковедами. Сначала я прочитаю полезные советы с интернета и скажу, что я про них думаю. А потом еще чуток расскажу о своем опыте и забавные, удивительные факты с нашего путешествия. Как вам план? Первое. Это огромная страна. Даже не знаю, как описать все масштабы. Наверное, людям из Америки будет легко понять, но, к примеру, не всегда даже можно передвигаться на автобусе. То есть очень много мы ездили на автобусах, потом в какой-то момент мы просто устали уже, и вот с Сан-Кристоболя и в Канкун мы полетели. На автобусе путешествие длилось бы 22 часа, и это только вот такая вот часть на карте. Представьте себе, 22 часа. К этому совету или к этой информации про масштабы страны скажу, что именно поэтому не везде опасно. Есть карта, которую я нашел очень давно, и до того, как планировал поехать в Мексику, я видел ее и думал, что окей, что можно будет ссылаться на этот источник. По поводу безопасности, есть штаты очень опасные, но если взять даже зеленые, вот какие здесь, не помню, желтые, оранжевые штаты, которые более-менее безопасные, тоже огромная территория, которую даже можно не все объехать. Насколько ехать в Мексику, зависит. То есть сколько вы хотите увидеть. Мы там были 3 месяца, не спеша работали и путешествовали, и мы не увидели многого. Я думаю, может 10%, окей. Всего 6 городов, но 6 городов, где мы жили, больше 10 дней. Еще ездили на экскурсии в другие места. В мексиканском другое понимание острой еды. Мексиканцы пробуют соус вот так вот на руку, и потом ни в коем случае нельзя за ними повторять, потому что они как-то еще переживут этот опыт, но для вас это может быть последняя вещь в этот день, потому что дальше вы не сможете ничего есть. Очень много острой еды. Самая важная фраза — это спросить «пика? Печет ли?» Если еда печет, то конец. Если говорят, что пика чуть-чуть, немножко печет, то тогда печет нормально. Но с этим можно жить. А Тани обычно мы брали вообще без соуса, тот, что не печет. Я брал вот немножечко, говорил, немножечко соуса, пожалуйста, но стоит попробовать и почувствовать, что такое мексиканская еда. It didn't feel unsafe, кто-то написал. Кто-то не чувствовал себя вне безопасности. Только что парень попытался украсть телефон. Да, как я сказал, нас ни разу не ограбили. Я не чувствовал себя вне безопасности, хотя много раз, 2 раза я слышал о том, что кого-то ограбили и как ограбили. Да, все по старинке, как в любой латиноамериканской стране. Вас просто могут выхватить телефон, показать пистолет, и вы просто должны все отдать. Главное не сопротивляться. Это то, что все советуют. Вам показывают пистолет, нож, отдаете, говорите: держи, удачи. Я еще заработаю на лучший телефон. Но нам повезло. Из-за того, что мы никогда не выходили гулять ночью. Только 1 раз, по-моему, шли на кладбище ночью на День мертвых. Я прятал телефон в трусы, но было тревожно. Я больше сам себе придумал. Так что да, ночью просто не ходите. Вот и все. Я думаю, вот и весь секрет.
обязательно оставлять на чай. Ожидается, что вы заплатите или дадите на чай. Да, об этом тоже уже упоминал. Вас не спрашивают, хотите ли вы дать на чай, говорят, сколько вы хотите оставить на чай. Это не то, что от вас это ожидают, но иногда даже заставляют вас оставить на чай. Такая культура, я не знаю, 10, 15, 20% это нормально. Тебя спрашивают, как ты нам дашь на чай? Картой или наличными? Твой выбор. Как хочешь, оставляй на чай, но нужно оставлять на чай. Очень дешевые внутренние перелеты. Да, всегда есть но. Знаете, дешевые авиалинии, как Ryanair в Европе, Wizz Air, да? Вот в Латинской Америке тоже есть какой-то аналог. Это, по-моему, Volaris и Viva Aerobus. Что же с ними не так, спросите? Сейчас я вам расскажу про одну неприятную ситуацию. Что важно учитывать? Вот смотрите, выбираете вы, например, лететь, не знаю, там, с Акапулько в одну сторону, да? Нашло вам самолет за 31 песо, $1,5. Прекрасно. Но билет за 31 песо включает в себя один объект ручной клади, который должен быть вот таких вот размеров, понимаете? Вот таких вот всего лишь. Нужно брать в себя классический, который стоит уже не 31 песо, а 500 песо. То есть, когда вы видите цену за 31 песо, рассчитывайте, что за 31 песо вы ничего не купите. Но все равно дешево, да, это 20 евро. Маленькая ручная кладь и одна немножко побольше. 2 ручные клади, уже неплохо. Но если вы хотите с собой взять, зачекинить чемодан, то нужно платить еще такую же цену. Думаете, это все? Нет, это не все. Посмотрите вот сюда вот. Здесь нужно заплатить налог аэропорту, который стоит 582 песо. С наших 30 песо получилось уже 1080. Чтобы вы понимали, нельзя не принять вот эту вот функцию, потому что тебе просто даже не разрешат продолжить бронирование билета. Ручная кладь, которая бесплатная, она выглядит вот так вот. Вот так вот. Просто это всего лишь ноутбук. 35 на 45 на 20 сантиметров. Что сюда влезет? Бутерброд? Так выйти в магазин вот такой вот сумочкой. Это огромное разочарование просто. Если вы скажете, что в Европе Ryanair и Wizz Air делают то же самое, то нет. Нет. Там, если вы видите цену за $1, вы можете и правда полететь за $. Да, без еды. Да, вы не можете выбрать место. И да, вы не можете взять с собой большой чемодан или там больше, чем маленький рюкзак. Но, по крайней мере, вы можете купить и заплатить именно ту цену, которую вам говорят. Не так много советов, если честно, в интернете. Я что-то вот ищу. It's not always warm and sunny. Не всегда тепло и солнечно. Вообще не всегда. Страна огромная. Перед Канкуном и Плая-дель-Кармен мы были в Сан-Кристоболе. Там было вообще холодно. Там не было отопления. Мы спали ночью, и нам было иногда холодно. Особенно, когда мы просыпались утром. Ночью могло быть 8-10 градусов без отопления. Leave your drone at home. Что? Ты должен быть мексиканским, чтобы летать на дроне в Мексике. Упс. Летал я на дроне все время, часто. И спрашивал всегда, можно ли летать. Всем было все равно. Так что сейчас меня найдет мексиканская полиция, даст мне штраф. Получите, распишитесь, как это вы летали на дроне. Что это такое, сеньор Виталий? Get around by Ado Bus. Реклама. Пожалуйста, заплатите мне, Адо. Прекрасный автобус, можно легко купить билеты онлайн, хотя нет. В теории можно, но не всегда этот сайт принимал мою кредитную карточку. Но проблема, если вы покупаете билет в кассе, тогда вы не можете его поменять онлайн. Вам нужно идти в кассу и менять его. Мы так потеряли с Таней деньги, когда наш самолет перенесли. И мы опаздывали на автобус, но мы не могли пойти в кассу, потому что мы уже были в аэропорту. Я писал в чате, пожалуйста, верните деньги, объяснил всю ситуацию, сказали, что нет. Еще проблема с тем, чтобы покупать в кассе. Там огромные очереди. Огромные очереди в кассу. Вот просто почти всегда.
дайте шанс Мехико. Мехико – прекрасный город. Я не знаю, почему ему давать шанс. Это не Сан-Хосе какой-то. Мехико – прекрасный город, там очень классно. Прям мне понравилось. Там есть и дорогие классные районы, и велодорожки, и дешевая еда, и много парков, и музеи, и концерты, и кинотеатры, вот все, что хочешь просто. Да, это огромный город, но если ты живешь в классном районе, на тебя не давит этот город. Я бы там жил, наверное. Советуют посетить археологические зоны. У вас по-любому их получится посетить, потому что они просто везде. Не пейте воду из-под крана, вообще не пейте. Помню, я смотрел видео мексиканского блогера, он делал какой-то эксперимент, он медицинскую маску подцепил на кран, пускал воду, этот круг из воды, он был черным. То есть и вода текла буквально 5 минут. Ну, это было именно в столице, не знаю, может в других городах лучше, но... Так, и теперь секция «Забавные вещи», которые я заметил, пока мы были в Мексике. Первое – это то, что на каждом продукте есть такие знаки. Там пишется, что там слишком высокое содержание сахара, калорий, белка, чего-либо. Министерство здравоохранения, оно на каждом продукте такие вот значки печатает. Я думаю, это забавно. Второй забавный факт. Когда вы гуляете по городу, вы можете увидеть такие зеленые зоны, так называемые зоны встречи, куда нужно бежать в случае землетрясения. Отдельная тема – это то, как люди, у которых нет денег, как они подзарабатывают. Вот мой топ-3 того, как люди подзарабатывают. Я думаю, что уже не удивить этими людьми, что моют машины на перекрестках, или люди, которые чистят обувь. Это уже мы видели, это мы уже знаем. Но третье место в этом хит-параде – упаковщики товаров в магазине. В каждом супермаркете, когда вы покупаете продукт, вам пип-пип, и там стоит человек, как правило, уже старенький, он упаковывает вещи вам в сумку. Не знаю, как это работает в Америке или где-то еще. Впервые в жизни я такое видел именно в Мексике. И обычно люди дают им какую-то где-то копеечку. Как я понимаю, это официальная работа, но супермаркет, наверное, не платит им или платит очень мало. Основной их заработок – это именно чаевые. Второе место – это люди, которые сидят или стоят возле магазина и открывают дверь вам, посетителям, в супермаркет. Иногда это доходит просто до такого уровня инженерии, что, по-моему, я видео снимал, где женщина сидела на стуле, она с собой принесла стул, там у нее были какие-то свои вещи, и она просто привязала веревочку и просто тянула за веревочку, чтобы дверь открывалась, и потом люди ей давали денег. И первое место, такое я видел только раз. Мальчик зашел в маршрутку, в которой мы ехали, и водитель заплатил ему за то, чтобы мальчик прошелся по салону с освежителем воздуха и попшикал под сиденье, чтобы в салоне приятно пахло. Понимаете? Вот. Ты можешь купить себе просто освежитель воздуха и ходить, и таким образом зарабатывать. Это гениально. Да, жаль, что это был мальчик, это какой-то детский труд. От этого грустно, но... Друзья, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо вам за просмотр. Напишите в комментарии, что вас больше всего удивило. Спасибо. До встречи.